Классический подшипник. Его конструкция была запатентована еще в XVIII веке. Подшипники являются наиболее распространенным элементом многих механизмов, от гончарного круга до космического корабля. Они используются во всех отраслях промышленности, на самом разнообразном оборудовании. Именно подшипники определяют работоспособность и ресурс дорогостоящей техники. И это в ваших силах – улучшить показатели ее работы благодаря использованию проверенных подшипников, так же, как это сделано на предприятиях Сургутнефтегаз, Каустик, Метафракс, Донецкая сталь, Березняковский и Череповецкий азоты, Павлоград-Уголь, Московский НПЗ и на многих других. Сегодня рынок заполнен самыми разнообразными подшипниками, и далеко не все из них имеют надлежащее качество. Практика показывает, что доля некачественных, бывших в употреблении и поддельных подшипников среди всех поставляемых на предприятие может достигать 90%. Как результат, отказы и поломки основного оборудования из-за применения некачественных подшипников. Цена ошибки слишком велика. Для выявления подшипников низкого качества обычно применяют нормы Всероссийского научно-исследовательского института подшипниковой промышленности в НИПП. Методика измеряет общий уровень вибрации подшипника в 3 полосах частот при его вращении под нагрузкой. Полученные значения вибрации сравниваются с нормативными значениями. Чем выше вибрация подшипника, тем ниже его качество. С помощью данного метода уверенно выявляются подшипники с серьезными дефектами. Однако этот метод не выявляет зарождающиеся дефекты подшипников. Для выявления таких зарождающихся дефектов в стенде СВК-А реализованы 2 дополнительных метода. Уникальная методика позволяет отсеять все подшипники, которые сейчас соответствуют нормам, но в ближайшее время выйдут из строя. Первый метод заключается в оценке уровней вибрации на характерных для подшипника частотах. Исходя из конструкции и размеров подшипника, определяются характерные частоты вращения для каждого элемента подшипника. Частота вращения сепаратора, частота перекатывания тел качения по наружному кольцу, частота перекатывания тел качения по внутреннему кольцу, частота вращения тел качения, то есть такие частоты, на которых может проявиться дефект. Выбросы в спектре вибрационного сигнала на конкретной частоте говорят о наличии дефекта на соответствующем элементе подшипника. Программа не только определит зарождающиеся дефекты, но и рассчитает в процентах остаточный ресурс подшипника. Второй метод выявляет микроударные процессы, вызванные нарушением частоты контактных поверхностей, либо снижением качества смазки, подсыханием, коксованием, загрязнением. Стандартная оценка уровня вибрации определяет лишь общее среднее значение уровня вибрации и не выявляет кратковременные, но при этом значительные ударные импульсы. Для оценки этих ударных моментов и определяют коэффициент эксцесс. По своей математической сути, данный коэффициент является мерой, определяющей остроту пика. На стенде СВК-А фиксируются все значительные импульсы, которые могут привести к выходу подшипника из строя. Метод анализа величины коэффициента эксцесс особенно эффективен при диагностике подшипников в закрытом исполнении. Технология диагностики подшипников качения на стенде СВК-А является одной из самых совершенных. Данный стенд обеспечивает тройной контроль. Стенд точно рассчитает остаточный ресурс любого подшипника, нового, используемого в настоящее время или бывшего в употреблении. Программа диагностики сформирует заключение по каждому элементу подшипника. Стенд прост в эксплуатации. После ознакомления с инструкцией и базового обучения специалисты смогут легко определять состояние исследуемых подшипников. Используйте проверенные подшипники, обеспечьте стабильную работу вашего оборудования.